Всем здрасте, всем привет. Easy Delivery Co. Это игра про вайб. Безмятежно развозишь заказы милых котиков, раскатывая по снежным пейзажам под человый музон. Но стоит задаться вопросиками. Как пример. Почему прибыльный сектор выглядит как пустой заснеженный город? А что и кому я вообще это развожу? И после таких мыслей дороги назад уже не будет. Или же доставка уже никогда не будет легкой. Вы поняли, да? Прям как корпорация Легко, которая всем тут Что ж, новый город, новые возможности. Так, надо взять первый заказ. Ах да, инструкция от начальства. Так, чтобы начать работать водителем-экспедитором. Ага, да-да. Легкого вам дня. Поздравляем, мы в Легко рады сообщить. Да-да. Ваши обязанности, доставка грузов. Ага. Вставить прибыльный сектор. Окей. Легкого вам дня. Окей. Так, первый заказ. Забрать у Легко цвета. А где это? Найди магазин с горящей лампочкой. Понял, вижу. О, здравствуйте. Привет! Себ? Нет, новичок. Теперь ты тут все заставляешь. Да. И мне тяжко говорить. Так, ладно, надо отвезти заказ. Это буквально соседнее здание. Окей. Блин, да что за Себ? Может, на другом заказе спрошу? Так, забрать из Легкоед. Окей. Приветик, поплавок. Вот тебе надо, ты вылитый Себ. Как 2 капли воды, я тебе говорю. Но старикатую никто не слушает. Смотри, чтоб тебя в конец не укатали доставками. Так, ага, карта не работает. Класс. И куда мне везти груз? Кажется, понял. А прошлый заказ еще никто не забрал, что ли? Опять Себа упомянули, но я все не нахожу возможности, чтобы хоть что-то спросить о нем. О, кто-то просто так на улице у костра греется? Ладно, после этого заказа заеду познакомиться. Привет! Хорошо, что снова зашел. Да давненько я ни с кем на новеньким не разговаривала. Ты такой славный. Пока. Да, пока-пока. И куда? Серьезно? Соседняя дверь? Ладно. Тут вообще кто-то живет? Приветик, новичок. Похоже, у тебя на карте есть белые пятна. Я могу тебе с этим помочь, но ты поможешь мне взамен. Купи мне энергетик, и будем в расчете. Энергетик? Ладно. Кажется, я видел автомат рядом со вторым заказом. Сейчас сгоняю. Уговор дороже денег. Вот, держи. Кстати, энергос можешь оставить себе. Тебе придется следить за уровнем энергии, если хочешь таскать тяжелые грузы. Меня, кстати, ПК звать. Я раньше техобслуживанием в Легко занималась. Заезжай ко мне в снежные пики. Кофейку бахнем. Это недалеко отсюда, к северу от Верхнего. Только придется придумать, как быть завалом. Зажигалка, наверное, может помочь.
О, ты мне еще и карту починил. Спасибо. Хорошо, еще заказ. А о каких завалах она говорила? О, а это что? Радиовышка какая-то. Интересно, что там? Окей, включу ее. Почему бы нет? Я Фортина, если что. Умеешь хранить секреты? Да и пофиг. Я по уши влюблен в Элли из пекарни, но она даже не знает о моем существовании. Я не смог найти цветов. Как думаешь, куча грязи – хороший подарок? Это будет стоить 29,98. Я никуда не спешу. Ладно, несколько заказов и зажигалка моя. Ха-ха-ха. Теперь можно спалить тут все дотла. Ха-ха-ха. Эх, хорошо горит. О, новый регион. О, а это домик ПК. Добро пожаловать. Давненько ко мне никто не заглядывал. Извини за беспорядок. Вот, как и обещала. Кофе намного лучше восполняет энергию, чем энергетики. Готовить его немного запарно, но на нем продержишься намного дольше. Да и для всего хорошего в жизни нужно поработать. Ты напоминаешь мне одного моего хорошего друга Себа. Он тоже любил кофе. Я-то больше по чаю. Снова меня понесло. Так, ладно. Это должен быть небольшой ролик. А то меня как понесет, уже проходили. Пожалуйста, посмотрите прошлый ролик. Дальше по сюжету мы будем выполнять просьбы ПК, параллельно выполняя заказы, чтобы иметь деньги на все необходимое. И также получше узнаем продавцов. Если вкратце, то дальше по истории будет. Покупаем шины для лучшего передвижения по снегу. Купил себе зимнюю резину. Молодец. Теперь сможешь спокойно кататься по снежным пикам. Я пока что отправлюсь в Рыбацкое, через тоннель у Восточного. Есть там одно дельце, с которым мне может понадобиться помощь. Удачи на дороге. Дальше надо открыть проезд в Рыбацкий район, а для этого надо включить 3 радиовышки. Хорошо, что одну я уже включил. Рада тебя видеть. Мне нужно, чтобы ты пробрался на дамбу за припасами, но ворота к ней закрыты. Они, правда, не такие мощные, как эти. Думается, с правильными обвесами их можно будет пробить. В новом регионе надо купить защитный бампер. И с помощью обновки прорываемся к гидроэлектростанции, где надо добыть важные припасы для нашей новой подруги. Заходим, спускаемся, проходим по мрачному пустому складу и находим рации. Да. Вернувшись к ПК, слышим следующее. Отлично. Ты достал рации. Я только что закончила с воротами. Теперь они точно не закроются. Спасибо, что помогаешь.
Наверное, пришла пора объясняться. С продавцами творится что-то неладное. С каждым днем становится все хуже. Это началось с тех пор, как ты снова приступил к доставке. Не переживай, я тебя не виню. С началом твоих доставок они сильно выросли над собой, и ты дал им всем причину не сдаваться. Да и мне тоже. Я знаю, как им помочь. Способ не лучший, но они хотя бы останутся живы. Купи колесные цепи в легко авто. С ними можно будет добраться до завода. Я буду ждать тебя там. Попасть туда можно через туннель в Западном. Удачи на дороге. Тем самым получаем одну из финальных просьб – купить цепи для езды по льду и приехать к заводу. Но для этой покупки нам нужно целых 300 баксов, которые придется заработать. А пока я катаюсь по заказам, можно поговорить и о других интересных вещах. Продавцы. На данный момент уже вполне очевидно, что все продавцы – это какие-то андроиды со своей программной задачей и готовым архетипом. Этот ворчун, этот конспиролог, а этот, кажется, хорни. Но остается вопрос, мечтают ли котики о куске грязи под дверью? Да. Что? Знаешь, я всегда хотела себе немного грязи и нигде не могла ее найти. А потом она волшебным образом начала появляться на пороге, словно грязь с небес. Да, хорошо, конечно. Но помимо всего этого, продавцы, кажется, общаются друг с другом и могут любить. Интересные возникают вопросики, но которые почти не получают развития. Еще одна из проблем, которая несколько портит сюжетный твист с тем, что все встреченные персонажи и сам главный герой — это андроиды. Да, они все андроиды. Спойлер, наверное. Из-за чего впечатление из «Вау, нифига себе!» превращается в вполне ожидаемо. А проблема это в том, что нам с самого начала тычут вот этим вот программным интерфейсом и инициализацией разных систем. Ну, короче, что-то на айтишном. В целом и в вакууме это прикольное и оригинальное решение, но сразу же задает ощущение искусственности и программности всего происходящего. А прикиньте, если бы все изначально обыгрывалось более органично, и тогда весь дизайн, движение и диалоги могли восприниматься как художественное решение, которое потом раскрывается под другим углом, что могло бы сделать момент откровения более сильным. Холод. Также в игре нам нередко предстоит бороться с местной непогодой. И помимо склонов и сугробов, нам придется столкнуться со сильнейшим холодом. В основном мы сидим в теплой машине, но когда по заданию нам предстоит включить все радиовышки, придется вылезти из своего уютного грузовичка и начать буквально сражаться за жизнь в поисках источника тепла. Можно, конечно, использовать зажигалку, но ее эффективность находится где-то в зоне погрешности. Или же можно прикупить дров и из них соорудить костер. Но если спасительного тепла рядом не окажется, то нас ждет довольно пугающее чувство обморожения, в конце которого смерть? Ну, почти. Нас ждет прогулка по мрачным коридорам с нарастающим то тут, то там отзвуками. А затем просто возвращаемся в наш грузовичок, будто ничего и не произошло. Это довольно таинственно. Но эти горы таят в себе и другие секреты. Катаясь по заказам, вы рано или поздно захотите съехать с основных дорог, чтобы сократить себе путь, и вот в этот момент вы можете внезапно обнаружить, что в этом мире есть что-то еще, что-то таинственное и непостижимое, а именно прикольные кота-снеговички. Ну, и другие секреты этого места. Начнем со снеговиков. Они расставлены в разных местах, иногда абсолютно неочевидных, таких как крыша панельки. И повзаимодействовав с ними, у вас в салоне появится милый башкотряс в виде одного из продавцов. Всего таких баблхедов 12 штук, включая и нашего героя, оставленного в этом пугающем месте рядом с покинутым грузовиком. А вдруг это транспорт того самого Себа? Фан факт. Если после прохождения игры вернуться в это место, то грузовика уже здесь не будет.
Думаете? Еще из более очевидных секретов – это радиостанции. Включая новые радиовышки, мы получаем доступ к новой музыке от джангла до драм-н-бейс. Возможно, это сорта одного и того же, но я не разбираюсь. А если бы я и разбирался в музыке, то мог рассказать про Амон Брейк, который случайно стал родоначальником всего джангла и не только. Но я лишь скажу, что вот эти вот бипы и бупы добавляют поездкам своей необычной атмосферы. Первую странность радио можно обнаружить, подъезжая к ГЭС. Мы начинаем ловить новую станцию, на которой играет cat.wav, а звучание погружается в какой-то бесконечный белый шум. Но это только начало. И забегая слегка вперед, когда мы получим цепи для езды по льду, у нас наконец появляется возможность доехать до радиовышки в Рубасском, которая окружена льдом. И раньше можно было попробовать до туда доехать, но мы вечно проваливались под воду из-за какой-то неведомой сущности, которая начинает преследовать нас, как только мы выезжаем на лед. Все-таки добравшись до станции и включив ее, мы начинаем бесконечно ловить какой-то загадочный код Морзе. Что же он за собой скрывает? И тут стоит сказать, мне было абсолютно лень пытаться самому заниматься расшифровкой, поэтому я пошел в интернет с этим вопросом. И там нашел гайд, откуда и взял большую часть информации о секретах, в том числе и расшифровку того самого кода Морзе. Так вот, мы получаем следующий код Морзе. Вот этот. После декодирования получаем вот это. А этот набор символов можно представить в 16-речную последовательность и получить это. Представив эту последовательность в виде двоичного кода, мы получаем 8 рядов по 8 бит. Закрашиваем, как будто это пиксели, и тем самым получаем изображение котика, который является логотипом автора этой игры Сэм Си. Вот. А еще в игре есть секретные бункеры, аж 5 штук. Находятся они в еще более неочевидных местах, а за нахождение их мы получаем шарфики для нашего героя и фотографии ПК с Себом. Это довольно милый секрет, но знаете что? Вы не сможете увидеть эти фотографии. То есть они появятся в домике ПК, но в лучшем случае вы разглядите пиксельное что-то. Спасибо, наверное. Но знаете что? Я специально залез в файлы игры, чтобы нормально посмотреть на них, на эти фотографии. И вот они. Да, они все еще шакальные, но теперь хотя бы можно понять, что на них изображено. Миленько, не кавай, ямате кудаса. А еще некоторые продавцы могут выдавать ошибку в виде кода, которые расшифровываются следующим образом. И во многом на этом заканчивается та тема, которая мне показалась не дораскрытой, что продавцы, прям как люди. Смотрите, они тоже любят. Ну ладно. Если возвращаться к более интересным и более сюжетно важным секретам, то стоит сказать, что в ГЭС на самом деле можно найти не только рации, но и малозаметный проход, который ведет к компьютеру, на котором есть сообщение от ПК. Но покажу их я вам несколько позже, когда для этого будет более подходящий момент. А пока ставьте лайки, подписывайтесь, тоси-боси. Но самое секретное и неочевидное, что можно найти в игре, так это то, что за картой можно найти единственный за всю игру стул. Вот, да, стул такой, стульчик стоит посреди ничего, да. А пока стоит обратить внимание на слона в комнате, который тут повсюду, но как будто остается в тени. Пора подушнить про Easy Corporation. Да, есть одна проблема. Происходящее в игре оказалось достаточно интересным, а главное загадочным, чтобы я совершил важную ошибку. Я начал думать, а что это за Easy Corporation такая? Что это за город такой? А есть ли тут вообще жители или тут только продавцы и мы с ПК? Вопросы требуют ответов, и я понадеялся, что будет развитие всех этих загадочных вещей. Но то, что EasyCo — это коммерсы, которых волнует только выгода, это понятно с первого же сообщения. Но вот кому мы развозим заказы, совершенно непонятно. Просто ни в сообщениях, ни в беседах с продавцами не упоминаются местные жители, а просто безликий прибыльный сектор. Да и просто так признаков жизни не наблюдается. И получается, нам платят за то, что мы берем товары продавцов и отвозим их другим продавцам? Или вообще оставляем возле предположительно пустых домов? Тогда с чего эти коммерсы получают прибыль? Раз они такие корпораты, гонящиеся за прибылью, то на чем они зарабатывают?
Или они одну сумму гоняют по кругу? А может, они зарабатывают на чем-то другом? Да, я внезапно задумался об экономике в этой игре. Так, ладно, пойду открою окно. Просто добавь в разраб хотя бы всплывающий отзыв в комментарии от клиентов на доставку по типу «Спасибо, пицца еще теплая». Уже бы появилось фоновое чувство жизни вокруг. Даже если бы оказалось, что эти все отзывы не настоящие и были написаны какими-то ботами. Это опять же могло усилить сюжетный поворот с тем, что не только продавцы это андроиды, но и все вокруг не совсем живые. И я понимаю, что это может мешать основной идее и атмосфере игры, а также почти разрушить ощущение одиночества. Но хотя и в жизни наличие сотен тысяч людей вокруг не всегда помогает побороть это чувство. Но в то же время хорошо, что автор выбрал основные темы и последовательно их раскрывает, не добавляя лишние переменные, которые могут отвлекать от более важных вещей. А последовательность в действиях я люблю. Понятненько, детишки? Да, я на тебя смотрю, Мисайд. Ладно, все, прекращаю душнить и последовательно перехожу к финалу моего приключения. Концовка. Вот, наконец, я накопил необходимую сумму. Купив цепи, можно ехать к заводу. Там уже ждет ПК. Цепи достал? Хорошо. А теперь гони прямо до завода. Нужно будет хорошенько разогнаться. Я свяжусь по радио, когда ты зайдешь внутрь. Я бы пошла с тобой, но мой программный код не позволяет. Я несколько месяцев пыталась с тех пор, как... Ну да ладно. Убедись, что у тебя достаточно энергии, прежде чем войдешь. Удачи внутри. Что ж, пора ехать. Беру разгон. Со всей дури мчусь через лед, уворачиваясь от этой неведомой сущности, прорываясь через заборы и подъезжаю к самому заводу. Находясь внутри, с нами снова связывается ПК. Как слышно? Отлично. Попытайся найти панель управления. Знаешь, я ведь так и не спросила, как тебя зовут. Извини, что во все это втянула. Когда ты начал смену, мне правда показалось, что Сеп вернулся. Похоже, легко реально отключили облачных агентов. Мы с Себом дружили. Хорошо дружили. Он, конечно, был немного суров, но дружба наша была крепка. Насколько может быть крепка дружба между двумя ПЛ-агентами? Себ поддерживал мое начинание. Я хотела однажды выбраться из этого ужасного места, но мне кажется, что сам он больше хотел заботиться о продавцах. Они постоянно общались во время доставок, пока я просто чинила все на фоне. В конце концов, Себ отказался от работы, чтобы быть со мной. После того, как Себа отключили, я всеми силами пыталась попасть к нему. Именно поэтому я так остервенела пыталась проникнуть на завод. Но было очень радостно видеть, как продавцы возвращаются в свое нормальное состояние. Я лишь хочу, чтобы они были в безопасности. Ради Себа, даже если это значит, что придется их перезагрузить. Перед нами компьютер, который может все исправить. Диск восстановления недоступен? А что за диск? Ладно, передо мной два варианта. Перезагрузить PD-юниты или же отключить питание ГЭС. Пойду по изначальному плану и перезагружу наших любимых продавцов. Как слышно? Похоже, ты и сам совсем прекрасно справился. Ты даровал нашим друзьям спокойствие на какое-то время. Об этом буду знать только я. Я буду изо всех сил заботиться о них. Просто держать их в этом цикле как-то нечестно. Должен быть другой способ. И вправду, если задуматься, рано или поздно их программа снова начнет давать сбой. И этот цикл с перезагрузкой может продолжаться бесконечно.
А если снова вернуться на завод к компьютеру, то можем увидеть, что уже присутствуют дефекты. Возможно, пора разорвать этот цикл. Пора отключить дамбу. Все продавцы отключатся. Да, знаю я. Вернувшись, уже есть ощущение, что что-то серьезно поменялось. Вот и отключенное ПК лежит. Заехав в город, обнаруживаем, что и заказов больше нет, потому что мы вне сети. А зайдя в любой магазин, видим, что и все продавцы перестали подавать признаки жизни. Ну, видимо, можно не платить за кофе. И тут тишина. Уже начинаю скучать по ним. Кажется, я остался совсем один. Скоро и у меня закончатся бензин и припасы. И получается, это все? Вот так это и закончится? Просто одиноко замерзнуть в этом, кажется, безлюдном месте? ПК точно бы нашла решение. Подождите, это что у него лежит? Диск восстановления? Неужели я смогу откатить все обратно и, возможно, исправить все дефекты? Надо срочно ехать обратно к компьютеру. Вдруг после восстановления даже получится узнать, что случилось с Себом, или даже найти его. Но главное, что это вернет мою верную подругу ПК. А пока я вновь пробираюсь по заводу в полной тишине, самое время показать, что за сообщение от ПК было спрятано на компьютере в ГЭС. А то без ее голоса в этом месте как-то одиноко. Себ! Себ! Нет! Что происходит? Почему? Ты помнишь, как это место было полно жизни? Даже когда тут все приходило в упадок, ты как-то уговорил меня остаться. Прошу, не оставляй меня одну в этой глухомане. Как жестоко было дать нам чувства, зная, что наше время неумолимо истекало с самого начала. Должно было сработать. И теперь все наши любимые продавцы вернулись обратно, чувствуя себя даже лучше, чем раньше. Надо бы их навестить. Эх, просто невероятно. В один момент я не мог двинуться с места, и все вокруг было не так. А теперь я снова с Элли. Не знаю, что произошло, но я рад, что так вышло. Здорово, что зашел. Если бы мы были бинарным кодом, то я был бы ноликом, а ты единичкой, потому что ты мой номер один. Бинарный код же так работает, да? Возможно, мне не стоит жить в постоянном страхе всего. Нужно просто признать, что хорошее есть, а значит, плохое может случаться и с хорошими людьми. У тебя все в порядке? Приветик. Хочешь секретом с тобой поделюсь, малек? Я тут давеча видел, как сквозь снег пробивается цветочек. Эта волшебная земля однажды зацветет во всю силу. Видел, как ты недавно разговаривал с ПК. ПК и Себ были не разлей вода. Надеюсь, у нее все в порядке. Немного таинственна она, конечно. Точно, ПК. Надо проверить ее домик. Ты восстановил продавцов. Я даже не знала, что это возможно. Если бы я знала, Ты даже не представляешь, что это для меня значит, мой дорогой друг. Спасибо. 1000 раз спасибо. Наверное, тогда у меня есть шанс снова найти Себа. Мне нужно бежать. Хочу узнать. Вдруг легко сделали его копию. Пусть даже шанс этого ничтожно мал. Я уверена, что оставляю наших друзей в добрых руках. Ты сделал нечто замечательное. Вот так и заканчивается эта история. Можно, конечно, задуматься, что глобальная проблема все еще не решена, и в любой момент дефектный цикл может вернуться. А легко продолжит заниматься своими мутными делишками.
Но, как по мне, это хороший финал. Мы обрели новых друзей и можем заниматься любимым делом. А впереди у наших друзей долгие годы спокойствия, не омраченные былыми тревогами. Так стоит ли спешить куда-то еще, когда у нас есть время и возможность просто быть счастливым здесь и сейчас? А на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментики, пишите, что думаете насчет поднятых в видосе тем. Интересно будет послушать ваши размышления на этот счет. Также стоит сказать огромное спасибо Котик Край с канала Котик Край. Вот, подписывайтесь. Сказать ей спасибо за участие в этом ролике и озвучивание женских персонажей. И притом, прям вах, как озвучено. У меня до сих пор при переслушивании записей с компьютера, оставленной ПК, происходят некоторые мурашки. Так что вот, еще раз спасибо. Также подписывайтесь на Котик Край, смотрите ее прекрасные видео. Как минимум там есть ролик про дизайн в гача-играх, гача-лук. Так что дерзайте. Всем спасибо, всем пока. Легкого вам дня. Блин, это что, ПК отфрендзонило меня?